Пошаговый алгоритм открытия IT-компании в Польше. Меня зовут Станислав, я 9 лет живу в Польше и развиваю бизнес. И в этом видео мы поговорим о IT-компании в Польше. Стоит ли ее открывать, какие есть плюсы и минусы, какой алгоритм действий стоит пройти. Дам вам несколько классных нюансов и фишек, которые точно будут конкурентны именно в контексте польской юрисдикции. Поехали! Прежде чем мы начнем, если вам интересна регистрация компании в Польше, в том числе IT-компании, у нас есть много таких кейсов. Снизу под видео вы найдете всю необходимую информацию. И поехали. Итак, сейчас вы находитесь перед выбором, в какой юрисдикции открыть вашу IT-компанию. Это может быть SaaS-проект, это может быть разработка вашего продукта, это может быть IT-аутсорс, это software-бизнес, в общем-то, это может быть digital, да, может быть это диджитал-агентство. Вот это все вертикали, с которыми мы так или иначе сталкивались. Скорее всего, вы сравниваете польскую юрисдикцию с другими вещами. Да? Очень популярна Эстония была в свое время. Многие смотрят на Англию, там интересное налогообложение. Кто-то смотрит в сторону Германии, потому что это центральная Европа, да, как бы так географически и ментально людям комфортно, безопасность, да, за свои деньги, за все остальное. Есть даже те, кто присматривается в рамках Португалии, потому что это интересная юрисдикция, там есть налоговые каникулы и все остальное. Но все это, друзья, млекнет перед Польшей. Потому что Польша – это одно из немногих мест в Европе, где вы реально можете получить окно в Европу. Такая вот тавтология. И давайте разберемся, почему. Во-первых, Польша очень близка нам по ментальности. А это значит, что здесь много инфраструктуры и уже готовых решений и подрядчиков. Вы, да. Например, даже это видео сейчас вы смотрите, и это говорит о том, что много инфраструктуры, много контента, статей, понятных, переведенных на русском або украинском мове, которые можно изучать. С другими языками чуть-чуть сложнее. Испанский, португальский, эстонский, да, есть вот эти сложности и контента меньше. Во-вторых, в Польше все в порядке с разрешениями на работу. Если вы открываете IT-компанию, то, скорее всего, часть вашей команды может быть релоцирована сюда, на территорию Польши, Европы, да, и работать. Так вот, в некоторых странах с этим есть проблемы. Ты можешь несколько месяцев сдать разрешение на работу. В-третьих, можно строить интересные конструкции, можно открывать компанию, на ваших сотрудников открывать ИП, так же как в Украине, работать по B2B контракту. Все это интересно завязывать в налоговую легальную систему и, в принципе, платить не так много налогов, собственно, по сравнению с другими юрисдикциями. И мы тут плавно переходим в другие юрисдикции, да, если сравнивать Германию и вот всю ту часть Европы, то вообще, ребят, несравнимо. Налог на прибыль в Польше 9%, ЦИТ, Corporate Income Tax, до 2 миллионов оборотов в год, потом 19%. Налог на дивиденды 19%, базовая ставка ВАТа 23%. То есть Польша находится где-то там посередине, если вот взять налоговую нагрузку. Это не так много, как в Германии, ну и понятно, возможно, это не так выгодно, как в Эстонии. Но что там в этой Эстонии делать? Потому что в Эстонии есть проблемы с открытием банковских счетов. Тот, кто в теме, тот знает. И, собственно, следующее – это открытие банковских счетов и возможность пользоваться финансовыми инструментами. Открыть счет, открыть кучу валютных счетов, да, в рамках вашей компании, пользоваться нормальным, адекватным валютным обменом, также в онлайне. Окей, это не так удобно, как в Украине, но это работает. Пользоваться различными финансовыми инструментами, лизинги, дотации, дофинансирование, факторинг. Все это есть в Польше, и оно на понятном языке работает. Мы вам во многом можем помочь. Есть другие партнеры, подрядчики. То есть это нормально, упорядочено и работает. В общем-то, я могу долго про преимущества рассказывать, и, слава богу, в этом видео есть тайм-коды. Что делать, когда вы приняли решение открывать IT-компанию в Польше, и на что важно обратить внимание? Во-первых, есть разные формы собственности. Я сейчас немножко польской терминологии добавлю, да, это спółka ЗО, спółka акційna, спółka просто акційна, спółka командитова, спółka цивильна, działalność jednoosobowa, то есть много всего, да. В большинстве кейсов у вас есть два варианта. Это либо открывать спółку ЗО, это аналог общества с ограниченной ответственностью или ТОВ, товариство с обмеженою відповідальністю, либо же открывать jednoosobowo działalność gospodarczą, то есть ИП.
ИП, у нас есть отдельные видео на эту тему, очень много видео, вот здесь подсказочка будет, пожалуйста, смотрите, изучайте дальше себе отдельно. Есть даже видео отдельно про ИП для IT-предпринимателей. Поэтому мы останавливаемся на спилке ЗОО. Со спилкой ЗОО так, чтобы открыть компанию в Польше, спилку ЗОО, у вас есть два выбора. Вы можете открыть ее через нотариуса, вы можете открыть ее в онлайне через систему, которая называется здесь S24. Нотариуса убираем, он подходит примерно 5% клиентов. И у нас есть видео, вот здесь подсказочка о том, как лучше открывать компанию, через нотариуса или через онлайн. Смотрите его, и если надо, возвращайтесь. Итак, обсуждаем онлайн. Для того, чтобы открыть компанию в онлайне, вам нужно несколько составляющих. Первое. Вам нужна электронная подпись. Для электронной подписи вам нужно сделать номер PESEL, это налоговый номер в Польше физического лица, и подтвердить свой профиль EPUAP. Это аналог DI в Украине, либо аналог электронных услуг от государства. PESEL можно сделать либо на территории Польши, либо есть варианты и конструкции, как это делают удаленно. EPUAP можно подтвердить либо на территории Польши, либо тоже есть способы, как это можно сделать удаленно. Таким образом, по крайней мере, мы имеем возможность открыть компанию удаленно, даже без приезда в Польшу. В идеале иметь минимум 2 собственников. 2 собственника позволяют вам не платить в месяц 400 евро в фонд социального страхования, который называется здесь ЗУС. И, по сути, экономить 400 евро, вы же предприниматели, да, 400 евро умножаем на 12 месяцев и смотрим, уже получается кругленькая сумма. Поэтому как минимум 2 собственников, 2 бенефициаров нужно иметь. По-разному это все решается. Если интересно, могу записать отдельное видео на эту тему. Пишите в комментариях. И следующее, после открытия компании, там есть процессуальные вещи, да, там заполнение брифа, если с нами работать, заполнение брифа, дальше там стратегическую сессию делаем, обсуждаем детали, кто имеет право подписи, тролливали сапоги сандали, да, но в целом компания регистрируется, дальше возникает вопрос об открытии банковского счета, потому что никому не нужна компания без банковского счета. И здесь Польша опять побеждает очень многие юрисдикции, потому что, например, в Англии, чтобы открыть счет на вашу английскую компанию, LLC, нужно иметь кого-то в составе учредителей, у кого будет TRC, Temporary Residence Permit, или даже не временное, а даже постоянное место жительства, да, должно быть в Англии. В Польше любой иностранец может получить возможность и открыть банковский счет на свою польскую компанию. Как любой, наверное, любой, кроме страны-агрессора. Открытие банковского счета, к сожалению, осуществляется только в присутствии кого-то из членов правления. Поэтому кому-то один раз в Польшу как минимум нужно будет приехать. Но это не проблема, там тоже есть разные конструкции, как это можно сделать, если вы в Польшу приехать не можете. Реализуемо, да, все решаемо, я к этому. И опять же скажу, все решаемо легально. То есть я не говорю о каких-то схемах, мутках и еще там чем-то. Теперь открыли компанию, открыли банковский счет, есть ряд формальностей, которые нужно выполнить, там подать налоговые декларации, зарегистрироваться в центральном реестре бенефициаров, и самое главное получить VAT-номер. Потому что, скорее всего, вы будете работать не с польской юрисдикцией, а с Америкой, либо там с Кипром, либо еще там с чем-то, и вам нужен VAT-номер. Более того, не только VAT-номер, а VAT-EU, потому что вы будете работать еще там скорее всего, по европейским юрисдикциям. Поэтому получаете вот такой вот номер, делайте все те формальности, которые нужно сделать после регистрации, там их целый большой список, желательные, рекомендованные, обязательные вещи, да, но это тема другого видео. И запускайте ваш бизнес, начинайте работу. Нанимайте сотрудников, либо начинайте принимать платежи. Огромная инфраструктура, Stripe, PayPal, местные какие-то системы приема платежей. То есть тут прям с этим можно работать. Понятно, можно просто на банковский счет принимать деньги через IBAN, там, SWIFT. Можно работать с какими-то платежными системами, если ваша бизнес-модель это подразумевает. Можно нанимать сотрудников, это очень легко делается, да, просто понимая все формальности, это очень легко делается. Сотрудники могут работать удаленно. В общем-то, Польша ждет вас, и Польша готова с радостью процессировать, да, вести ваш весь процесс и помогать вам легально зарабатывать деньги. Что еще хочется сказать? Есть конструкции, где можно оплатить 5% налога. Вместо 19 или 9%, да, корпоративного налога есть конструкции и способы, где можно платить 5%. Эта история называется IP Box, и если вам интересно, я запишу
отдельное видео про IP-Box, как именно софтверным компаниям, как IT-компаниям можно платить эти 5%. Подведем резюме. Польша понятная, очень близкая к нам юрисдикция, как географически, так и ментально. Банковские счета открывают, компании открывают, комплайнс проходится, сотрудников нанимать можно быстро, финансовыми инструментами пользоваться, платежные системы подключать. Короче, ребята, рай, а не Польша. Приезжаем сюда, быстренько решаем вопросы, открываем компании, открываем счета, аутсорсим это все нам, либо еще кому-то. Мы занимаемся бухгалтерией, всем процессингом, вы себе спокойно работаете, есть вопросы, консультируйтесь, и таким образом это все едет. Пожалуйста, действуйте, не надо тупить, не надо тормозить, потому что, возможно, завтра, через полгода, через год или еще когда-то этой возможности не будет. На этом все. Лайк, подписка, колокольчик. Обнял, приподнял.